Приветики, с вами Ману, и сегодня я поведаю вам о том, как правильно считать свой заработок. Начну издалека. Когда-то давно, аж целых 2 года назад, я был новичком, которому хотелось переодеть своего персонажа во все золотое. Чтобы это сделать, нужно было много голдишки, миллион на броню и еще по миллиону на каждое колечко и амулетик. И вот пошел я смотреть гайды, как же мне на это заработать. Они были разной давности, и я пока не понимал, в чем подвох и проблема каждого из них. Я усердно бил всякую живность в данжах, ловил рыбу, давил крабов, пытался собирать какие-то цветы, но не получал обещанных в гайдах денег. Конечно, я думал, что это я рак, и делаю все не так, ведь денег было очень мало. И это было справедливо. Но есть и еще кое-что объективное, что не могло позволить заработать столько, сколько в гайдах указано. Это банально неактуальность цифр в гайдах. Как я уже говорил, цены относительны. Реальная цена – это голда, за которую предмет продастся, а не просто какая-то абстрактная средняя цена ТТС или ММ, которую чаще всего используют при подсчетах. К тому же есть еще 1% налог на выставление предмета и 7% налог на продажу, которые нужно вычесть из всех этих абстрактных цен. А еще нужно продать. И все нафармленное просто не выходит выставить на продажу, потому что в гильдии только 30 слотов, а продать нужно 100 наименований и постоянно нужно ждать, пока продастся выставленное. А чтобы продать на пару золотых дороже, приходится ждать на пару дней дольше. Выходит, что продавать нужно дешевле, иначе вновь нафармленное даже не выйдет выставить на продажу. И это все складируется лишь в виртуальное золотишко, абстрактно существующее лишь в качестве цифры в каком-то аддоне, а другие товары, увы, покупаются не за нее, а за реально заработанное золото с продаж. Правильный подсчет своей прибыли – это один из ключевых моментов при продвижении в мире торговли. Допустим, вы торгуете из одной гильдии. У вас есть 30 слотов для продажи. Это означает, что если даже вы выгодно купите больше товаров, чем можно поместить в эти 300 слотов, то не сможете их выставить на продажу, а следовательно заработать на покупке. Из-за этого нужно аккуратно заполнять слоты, чтобы не блокировать поток прибыли. И поэтому порой выгоднее зафиксировать убыток с неудачной инвестицией и просто выкинуть непродающийся предмет, чтобы освободить слот под следующую более удачную покупку. Если 30 слотов заполнено, нет смысла идти искать сделки дальше. А это значит, что ценность имеют не только предметы, но и сами слоты для продажи. Скажем, у вас на счету 300 тысяч. Если вы хотите удвоить свой банк к следующему дню, вам нужно не только найти товар за 300 тысяч, который можно продать за 600, но и продать его за всего лишь один день, что уже немного другая задача. На найденный вами товар должен быть спрос достаточный, чтобы его купили за один день. Чтобы обеспечить дневной заработок в 300 тысяч, нужно, чтобы за сутки каждый слот в среднем принес 10 тысяч. Поэтому, когда вы добрались до стадии заполнения слотов, решение о покупке нужно принимать и на основе того, насколько быстро сделка может пройти. Например, какой-то товар принес 50 тысяч прибыли, но продавать его пришлось 10 дней. Это значит, что этот товар принес всего лишь 5 тысяч в день, что меньше желаемого. Возможно, его не стоило покупать, а купить что-то другое. Возможно, его стоило выставить на 20 тысяч дешевле, но продать за один день, и тогда он принес бы 30 тысяч в день. Решение о покупке и цене продажи нужно принимать исходя из желаемого заработка со слота для продажи в том числе. И чем лучше вы будете торговать, тем выше будет заработок со слота, и тем меньше ценности для перепродажи будут иметь долго продающиеся товары. Спасибо за просмотр! Если было полезно, лайк, подписка и до встречи! Прибыльных сделок и хорошей торговли! Пока!